Рада вас приветствовать на канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. Сегодня хочу представить вам мастер-класс по созданию детской корзины мишки. Связана она из джута, декор выполнен из плюшевой пряжи. Главное предназначение корзины – это компактное хранение детской уходовой косметики, различных принадлежностей, а также детских игрушек. Размеры корзины следующие. Диаметр 15 см, высота без ушек 10 см, вместе с ушками 13 см. Для вязания понадобится двухниточный или трехниточный джутовый шпагат. Точный расход сказать не могу, так как вязала из большой бобины, но примерно понадобится около 200 метров. Как определить шпагат двух- или трехниточный, если данные на упаковке не указаны? Достаточно просто раскрутить слегка нить. У двухниточного в скрутке 2 нити, у трехниточного соответственно 3. В данном случае общая толщина моего шпагата составляет около 3 мм. Вязать буду нитью в 2 сложения, вторую нить буду использовать изнутри бобины. Вы также это можете сделать, если нет у вас бумажной втулки внутри. Или вязать из двух разных бобин или мотков. Для вязания из трехниточного шпагата буду использовать крючок номер 7. Ранее вязала из двухниточного шпагата и всегда использовала крючок номер 5,5. В данном случае его буду применять как вспомогательный. Для вязания ушек и вышивки носика буду использовать плюшевую пряжу коричневого цвета. По своему усмотрению плюшевую пряжу можно заменить на трикотажную, либо хлопковый шнур. Для вязания бантика буду использовать плюшевую пряжу персикового оттенка. Если вы вдруг будете вязать корзину для мальчика, можно изготовить не заколку бантик, а, например, галстук-бабочку в голубом или красном цвете. Для глазок буду использовать пришивные пуговички подходящего размера. Для крепления глазок и бантика буду использовать мононить, бесцветную нить, похожую на тонкую леску. Итак, приступим к вязанию. У меня на канале уже есть мастер-класс по вязанию корзины из джута крючком, в котором я подробно рассказала, как связать донышко необходимого размера. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в описании под видео. Перейдите по ссылке и свяжите донышко необходимого вам размера. Для удобства в описании под видео есть тайм-коды, поэтому искать нужный эпизод нет необходимости. Зайдите в описание и нажмите на временную ссылку «Вязание донышка», и видео начнет воспроизводиться именно с этого момента. Как уже ранее сказала, данное донышко связано бесшовным способом по спирали. Для донышка диаметром 15 см я провязала 7 рядов. Если вы будете вязать из двухниточного шпагата нитью в 2 сложения и крючком меньшего размера, возможно, вам понадобится провязать для такого диаметра чуть больше рядов. Итак, переходим по ссылке, вяжем донышко и формируем завершающую петлю в конце. Для этого оставляем свободный конец нити длиной примерно 15 см, формируем завершающую петлю, делаем узелок и прячем под петли по изнаночной стороне. Вязание стеночек корзины мы начнем с того места, где закончили вязание донышка и сформировали завершающую петлю. Вводить крючок будем в центр косички последнего ряда, захватывая верхнюю полупетлю и перемычку, которая находится позади косички. Берем джутовую нить в 2 сложения, оставив небольшой свободный конец. Его мы сразу будем ввязывать в изделие. Захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Слегка подтягиваем свободный конец нити. Далее вводим крючок в центр следующего звена косички, захватываем верхнюю полупетлю и перемычку позади косички. Также подхватываем свободный конец нити. При вязании каждый раз вытягиваем рабочую петлю до уровня петли, находящейся на крючке. Далее после провязывания обязательно подтягиваем петлю на крючке.
Далее повторяем те же действия. Для чего нужны все эти манипуляции? Сейчас объясню. Вытягивая рабочую петлю до уровня петли, находящейся на крючке, мы задаем одинаковую высоту и объем каждому столбику. Подтягивая рабочую нить и петлю на крючке после провязывания столбика, мы регулируем расстояние между петлями. Далее провяжем по кругу самостоятельно до конца ряда и встретимся для выполнения соединения ряда и перехода на второй ряд. Хочу обратить ваше внимание, после провязывания каждого ряда обязательно нужно ставить корзину на горизонтальную поверхность и расправлять стеночки, придавая им форму. Частая проблема у начинающих вязальщиц – это расширение или сужение стеночек кверху. Поэтому после того, как провязали первый ряд, обратите внимание, чтобы между стеночками и донышком образовался прямой угол. И далее после каждого ряда придавайте форму стеночкам. Также можно мерной лентой измерить диаметр корзины, получившийся после первого ряда, и впоследствии измерять после каждого ряда. Итак, приступаем к соединению первого ряда и сделаем переход на второй ряд. Для этого вводим крючок в первую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до уровня петли на крючке. Далее вытягиваем крючок из петель и одеваем его в обратной последовательности. Сначала на последнюю провязанную петлю, затем на предпоследнюю. Подтягиваем рабочую нить и одним движением провязываем 2 петли на крючке. Расправляем вязание и далее уже будем вязать второй ряд узором галочки в раскол петли. Для правильного формирования узора нам необходимо соблюдать следующее правило, чтобы с лицевой стороны крючок вошел в центр галочки, а с изнаночной стороны вышел тоже из центра галочки. Сейчас проведу крючок до конца, чтобы наглядно было понятно, что имеется в виду. Если с лицевой стороны узора с центром галочки все очевидно, то с изнаночной стороны иногда возникают трудности. Итак, вводим крючок в центр галочки, захватываем рабочую нить и соблюдаем те же условия, что и при вязании первого ряда, то есть вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания петли подтягиваем. Все эти действия мы делаем для того, чтобы наши столбики были ровными, одинаковой величины и объема, а узор был плотным и стеночки хорошо держали форму. Продолжим таким же образом вязать до конца второго ряда. Снова ставим корзину на ровную поверхность, расправляем и придаем форму стеночкам. Соединение каждого ряда будем выполнять аналогичным способом. Для удобства можно воспользоваться вспомогательным крючком меньшего размера. Снова вводим крючок в первую петлю ряда, захватываем нить и вытягиваем петлю. Одеваем петли на крючок в обратной последовательности. И одним движением провязываем обе петли. Далее таким же образом вяжем третий и последующие ряды до нужной высоты корзины.
Итак, всего я провязала 10 рядов, теперь буду приступать к вязанию ушек. От начала ряда провязываю 7 петель, чтобы ушко не располагалось прямо рядом со швом. С внутренней стороны корзины он не заметен вообще. С лицевой стороны первая петля начала ряда немножко выступает по отношению к другим петлям. Для того, чтобы еще больше сгладить переход, необходимо провести влажно-тепловую обработку, прогладить через хлопковую ткань на среднем уровне пара и температуры. Затем можно слегка прижать эти петли. А чтобы корзина не деформировалась во время ВТО, внутри можно плотно набить ее полотенцем. Итак, приступаю к вязанию ушка. Как уже говорила ранее, буду использовать плюшевую пряжу толщиной около 5 мм. При желании вы ее можете заменить на трикотажную пряжу либо хлопковый шнур. Желательно, чтобы толщина пряжи и толщина джута, то есть нити в 2 сложения, была примерно равнозначна. Если у вас более тонкая пряжа или шнур, ее также можно использовать в 2 нити. Из такой плюшевой пряжи позже будем вязать бантик. Плюшевая пряжа имеет свойство осыпаться, поэтому обязательно нужно запаивать конец при помощи огня. Вытягиваем крючок из рабочей петли и временно оставим ее в таком положении. Берем плюшевую пряжу, оставив небольшой свободный конец, его мы сразу будем ввязывать в изделие. Далее провяжем 5 столбиков в раскол петли, так же как и вязали саму корзину. Расправляем вязание, чтобы петли легли ровно и джут не просвечивался между ними. Итак, у нас всего 5 столбиков и сверху над ними 4 звена косички. Теперь нам необходимо с помощью соединительных петель вернуться в начало ряда. Петлю подъема мы делать не будем, а сразу со второго звена вяжем соединительные столбики. Всего должно получиться 3 соединительных столбика. Теперь снова в третьем ряду нам необходимо провязать 5 столбиков в раскол петель первого ряда. Провязываем первый столбик, далее второй, третий, четвертый, и пятый. В четвертом ряду провяжем также соединительные столбики. Вязать будем, как и во втором ряду. Их должно получиться 3. Внутренняя часть ушка готова. Расправляем ее и придаем форму. Можно обрезать нить, зафиксировать ее и свободный конец вяжем в изделие. Далее возвращаем крючок на место и будем делать обвязку ушка джутом.
Первую петлю провяжем в крайний столбик первого ряда. Вторую петлю в крайний столбик третьего ряда. Далее по верхнему краю ушка провяжем 3 столбика. Вяжем их также в раскол петель третьего ряда. В процессе вязания расправляем все петельки, чтобы обвязка выглядела аккуратно. И теперь осталось провязать с левой стороны в крайние петли третьего и первого ряда по одной петле. Хорошо подтягиваем рабочую нить и между ушками провяжем 5 столбиков. Второе ушко свяжите аналогичным способом самостоятельно. Второе ушко готово, и теперь нам необходимо провязать все петли до конца ряда. Провяжем самостоятельно, и в конце я покажу, как завершить вязание последнего ряда. Для красивого оформления последнего ряда нам необходимо сделать завершающую петлю. Для этого обрезаем нить, оставив небольшой свободный конец. Можно воспользоваться крючком меньшего размера. Вытягиваем нить из петли. Вводим крючок под первое звено косички, но с внутренней стороны корзины. Захватываем нить и протягиваем ее под косичкой. И далее нам необходимо вернуть нить в то место, откуда вышла она из петли. Подтягиваем рабочую нить, расправляем петельки, и теперь можно завершить вязание. Для этого зафиксируем нить с изнаночной стороны корзины при помощи узелка и спрячем под петли также по изнаночной стороне. Теперь приступим к вязанию овального элемента для мордочки. Вязать буду одинарной нитью и крючком 5,5.
Оставляю небольшой свободный конец и набираю 7 воздушных петель. Делаю одну воздушную петлю подъема и в третью петлю от крючка начинаю вязание. Провязываю столбиками без накида 5 петель. В крайнюю петлю нам необходимо сделать разворот и провязать 3 столбика без накида. Свободный конец нити буду сразу ввязывать в изделие. Эти 3 столбика старайтесь связать посвободнее, иначе потом будет сложно выполнять в них прибавки. Далее снова по прямой провяжем 5 столбиков без накида. Для разворота и с этой стороны провяжем в крайнюю петлю 3 столбика без накида. Расправляем вязание, придаем форму. После вязания первого ряда у нас получился овал. Средние 5 петель как с одной, так и с другой стороны мы будем провязывать всегда одинаково. На крайних петлях будем выполнять прибавки. Вязать будем по спирали без замыкания каждого ряда. Итак, во втором ряду сейчас мы провяжем 5 петель без изменений, а на 3 крайних сделаем по 2 прибавки в каждую петлю с одной и с другой стороны. Да, и вязать будем просто столбиками без накида, не в раскол петли, захватывая только верхнюю часть косички. Чтобы не путаться с началом каждого ряда, можно на первую петлю ставить маркер. Провязали первый столбик второго ряда, далее провяжем третий, четвертый и пятый. Далее 3 столбика, которые мы выполнили в первом ряду для разворота. В каждой из них мы провяжем по 2 столбика без накида.
Таким образом, во втором ряду мы выполним прибавки. Далее с обратной стороны второго ряда провяжем 5 столбиков без накида. И аналогичным способом выполняем прибавки со второй стороны овала. В третьем ряду снова провяжем 5 столбиков в средней части овала и дальше будем выполнять прибавки следующим образом. Для этого расправим хорошо вязание, чтобы видны были прибавки предыдущего ряда. Во втором ряду у нас уже получилось 6 петель на развороте. Теперь прибавки мы будем чередовать с одиночными столбиками. На 6 этих петлях, прибавках второго ряда, мы провяжем поочередно одиночный столбик, удвоение, и так 3 раза. Провяжем 5 столбиков третьего ряда и далее наглядно покажу, как сделать прибавки в третьем ряду. Ставим маркер на первую петлю ряда. Дошли мы до прибавок второго ряда. Итак, теперь провязываем один одиночный столбик и делаем одну прибавку. Напомню, что прибавка — это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю предыдущего ряда. Далее снова одиночный столбик и за ним прибавка. И третий раз провязываем одиночный столбик и прибавка. Итак, в первом ряду у нас на развороте было 3 петли, во втором 6, в третьем 9. С каждым рядом количество петель на развороте будет увеличиваться на 3. При этом количество прибавок всегда остается одинаковым, по 3 с каждой стороны овала, а количество петель между прибавками будет увеличиваться на 1 с каждым рядом. Провяжем 5 столбиков без накида с обратной стороны овала. Прибавки провяжем аналогичным способом. Один одиночный столбик, одна прибавка. И так 3 раза. Вяжем 4-й ряд, снова 5 столбиков без накида. Считаем внимательно петли, чтобы не пропустить место начала прибавок.
Вот наши 9 петель третьего ряда, на которых необходимо выполнить прибавки в четвертом ряду. Будем делать их следующим образом. В первую одиночную разворота третьего ряда мы сделаем первую прибавку. Далее в удвоение третьего ряда мы провяжем по одному одиночному столбику. После провязанных 5 петель делаем первую прибавку, провязываем 2 столбика без накида в основании одной петли. Далее вяжем 2 одиночных столбика. Снова прибавку выполняем, удвоение, и за ней тоже 2 одиночных столбика. И третья прибавка и 2 одиночных. Далее вяжем 5 столбиков без накида в средней части овала и аналогичным способом выполним прибавки со второй стороны. Вот наша первая прибавка в третьем ряду. Значит, перед ней мы делаем первую прибавку в четвертом ряду. И далее вяжем 2 одиночных столбика. И так чередуем 3 раза. Довязали четвертый ряд и делаем примерку. Мне такого размера овала вполне достаточно. Больше нравится, как выглядит именно изнаночная сторона, поэтому можно провести влажно-тепловую обработку, вышить носик и приступать к пришиванию овала. Для этого оставим свободный конец нити длиной около полуметра. Влажно-тепловую обработку проводим, как и всегда, на среднем уровне пара и температуры. Проглаживаем с лицевой и с изнаночной стороны через ХБ ткань. Вышивать носик буду с помощью гобеленовой иглы и плюшевой пряжи коричневого цвета. Можно использовать обычную пластиковую иглу с широким ушком. Нахожу примерно середину овала и определяюсь с размерами носика. По форме носик будет напоминать перевернутый треугольник. Закрепляем нить с изнаночной стороны. Это однозначно лучше делать до пришивания овала к корзине, чтобы с внутренней стороны корзины все выглядело аккуратно и не было никаких швов. Делаю узелок для фиксации нити. Далее вывожу нить на лицевую сторону и делаю небольшие стежки. При этом нить не сильно затягивая, чтобы у носика был объем.
С плюшевой пряжей необходимо работать аккуратно, так как в процессе она может осыпаться. Немного приподнимаю стежки, придавая им форму и дополнительный объем. В конце слегка стягиваю носик в нижней части. В итоге такой вариант мордочки у меня получился. Еще добавила по пару стежков в обе стороны для формирования ротика. Для ровного пришивания нахожу строго середину между ушками. Для удобства можно зафиксировать мордочку при помощи иголок-невидимок. Пришивать буду также с помощью гобеленовой иглы. Очень мне нравится она в работе, у нее тупой конец, достаточно широкое ушко и по сравнению с пластиковой она очень прочная. Делать буду обычные стежки, насквозь прокалывая и овал, и корзину, и возвращаться с внутренней стороны корзины иголкой обратно. Забегая наперед, скажу, что в конце пришивания поняла, что мордочке не хватает объема, и добавила немного холофайбера вовнутрь. Глазки буду пришивать с помощью бесцветной мононити. Также можно подобрать нить в тон к джуту. В качестве украшения свяжем бантик. В этот раз буду вязать нитью в 2 сложения, так как это более тонкая плюшевая пряжа. Делаю кольцо амигуруми, оставив небольшой свободный конец. Захватываю рабочую нить и делаю цепочку из 3 воздушных петель. Далее необходимо связать столбик с 2 накидами. Делаем один накид на крючок, второй и в кольцо амигуруми провязываем поочередно все петли на крючке. Далее еще необходимо провязать таких 2 столбика. Таким образом у нас получается цепочка из 3 воздушных петель, далее 3 столбика с 2 накидами и вяжем еще 3 воздушные петли и присоединяемся в кольцо амигуруми. Одна сторона бантика готова, можно с помощью свободного конца нити стянуть кольцо. Далее повторим все те же действия, только с обратной стороны. Для перехода делаем один соединительный столбик. Далее цепочка из 3 воздушных петель. Затем 3 столбика с 2 накидами. И заканчиваем вязание цепочкой из 3 воздушных петель. И присоединяемся в кольцо амигуруми. Хорошо стягиваем бантик за свободный конец нити. Обрезаем рабочую нить, оставив также небольшой свободный конец, и запаиваем края. Подтягиваем все нити, и теперь нам осталось только аккуратно сформировать серединку бантика.
С изнаночной стороны сделаю аккуратный узелок и зафиксирую края при помощи мононити. Также с помощью этой нити пришью бантик к самому ушку. В итоге такой вариант корзины Мишки у меня получился. Как уже говорила ранее, в конце пришивания через небольшое отверстие добавила холофайбер. Таким образом мордочка получилась не плоская, а объемная. На глазках добавила точечки при помощи белого акрилового контура для стекла и керамики. В конце хочу показать вам еще одну корзину, возможно, кто-то возьмет идею на заметку. Вязала ее в дополнение к корзине Мишки для компактного хранения памперсов. В качестве декора применила вязаные сердечки из джута и плюшевой пряжи. Таким образом получился набор из двух корзин. Как вариант можно применить в качестве подарка для новорожденных. Также в качестве идеи хочу показать вам еще один подобный набор, который вязала ранее. Корзина для памперсов украшена метрикой ребенка. На деревянной подвеске Мишки выгравированы все данные о рождении. Делала я, конечно, подвеску не сама, заказывала в центре лазерной резки по дереву. Итак, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Буду очень признательна, если не забудете отметить меня как автора в своих публикациях. Ваша обратная связь – мой стимул для дальнейших творческих свершений. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в новых мастер-классах.